Доброе утро, уважаемые телезрители. Рубрика «Звездный гость». Я Дмитрий Пивоваров. Приветствуем вас в это яркое, жаркое утро. Мы продолжаем наши творческие встречи в редакции программы «Новое утро». И сегодня казанский композитор Роман Пархоменко, буквально вот с колес, на днях он приехал из Парижа, где звучала премьера его сочинения в престижном культурном центре. Он нам, впрочем, сам расскажет. На фестивале, организованном Институтом исследований звука ИРКОМ. Современная музыка, Европа и музыка, которая известна по всему миру. Роман Пархоменко достаточно известный персонаж из мира современного исполнительства. Доброе утро. Доброе утро. Итак, премьера в Париже, в самом центре. Сочинение, которое несет большую ассоциативную нагрузку, и исполнял его один из крупнейших интерпретаторов современного исполнительского сочинительства. Как это произошло? Почему ты там оказался и легко ли там быть? Это была, во-первых, одна из моих больших мечт в моей жизни, потому что это один из самых легендарных ансамблей в мире, и я очень большой поклонник вот этого Института исследований звука ИРКАМ. Я отправил заявку где-то в начале декабря, и в конце декабря мне было прислано официальное приглашение, что я был принят, и я должен написать произведение для ансамбля «Интерконтемпоран». И Жак Дюруа, который, да? Дирижер. Да, с дирижером Жан Деруэ, и премьера которого состоялась вот 2 июля в Чинте-Кватро. Фестиваль «Манифест» организован Институтом исследований звука ИРКАМ и проходит с начала июня до 2 июля. Это был завершающий концерт фестиваля. То есть я так понимаю, что все планеты, все страны в гости в Париж. Да, это очень крупный фестиваль. У нас было вот в рамках этого концерта 8 человек отобрано со всего мира. Но ты представлял Россию. Россия представляла один, да. Как воспринимают европейцы сейчас вот музыку, которую, скажем, не Чайковский, не Римский-Корсаков? Как они ее потребляют, даже если сказать что? Потому что мы все знаем, что эта музыка антагонист была в свое время в нашем обществе, но она всегда воспринималась на ура там. Вот эта линия продолжается сейчас, и почему, на твой взгляд, удача выпала именно тебе? Такая музыка очень популярна в Европе. Я могу сказать лишь, что на наш концерт, вот это концерт ансамбля «Интерконтемпоран», с моим участием билеты были проданы за 2 недели до начала. То есть билетам было просто не достать. И, в принципе, в рамках фестиваля все концерты были раскуплены заранее. Почему я? Честно говоря, я не знаю. Наверное, потому что я об этом очень это хотел, очень об этом мечтал. Я не могу ответить, почему я был выбран жюри. Ну, я так понимаю, что ты очень на хорошую волну попал однажды, и вот скоро ты уже в Италии будешь показывать свои работы, да? И то, что твои произведения играют практически по всему миру, это, я считаю, дорого стоит. Не каждый может похвастаться вот таким портфолио и географией, локационным перемещением по миру, несмотря на все санкции и прочее, прочее. То есть культура, она вне границ, вне политики. Это правда, что она вне границы, вне политики. Во Франции это точно так. И в Париже. И да, это было достаточно трудно, в принципе, попасть в Париж. Но для меня была целью попасть туда, чего бы это мне не стоило. И я, правда, летел очень долго и ехал очень долго, чтобы туда попасть. Наверное, как мне объяснили, почему была выбрана эта пьеса, им были интересны как бы мои изыскания, исследования в области звука, которые я использую для инструментов. Как я ищу звук, что-то новое нахожу. Вот по тому, что мне говорило жюри, им было интересно именно это. Что такое самое главное в исследовании звука, вот в их понятии? Что они хотят понять в этой системе звукоизвлечения? Сначала хочу сказать, что это был институт, который открыл Пьер Булес, Да. как и этот ансамбль организовал Пьер Булес. И он был нацелен на исследование и акустического, и электронного звука. И в этом институте, правда, работают люди, не только композиторы, но и инженеры, акустики. И это очень крупная организация. Что же они имеют в виду под исследованием звука?
Я думаю, они подходят к этому с очень научной точки зрения и разбирают это как физики, как математики. И далее вот эти вот инженеры физики помогают композиторам создавать произведения. Ну, представители музыкального сообщества, жюри, твои коллеги, они знают, что такое Казань, Татарстан, вообще, что это такое? Правда, они спрашивают. И на самом деле я всегда очень горжусь это рассказывать. И я всегда привожу пример Софии Губайдуллину. И сразу все понимают, где это находится. И обычно люди просят показать мне на карте, где это находится и как далеко это от Москвы. И я говорю, нет, недалеко, но когда говорю, что это столько-то километров, для них это кажется очень далеко. Но так и есть. И всегда интересуются, где я живу. Обычно все думают, что я живу в Москве или в Санкт-Петербурге, потому что это самые популярные города. Но я живу в Казани и показываю, что я живу в Казани. Все, спасибо тебе большое за ранний визит. Я думаю, что мы еще не раз встретимся здесь. И я понимаю, что дорогу осилит идущий, и твоя дорога, она очень длинная будет. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, композитор из Казани Роман Пархоменко, который недавно представил в Париже свою новую работу, сегодня побывал в гостях программы «Новое утро». Хорошего всем дня.